Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся правилами. Это не просто правила, это правила, благодаря которым вы можете выйти из безденежья, из нищеты и начать потихоньку, постепенно привлекать изобилие, богатство и благополучие в свою жизнь. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы найдете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Многие из нас, люди, хотят изменить свою жизнь, и конечно же, это первый шаг, но дальше вот именно нужны определенные действия и осознанные действия, которые мы с вами можем совершать, ведут нас по лестнице вперед, наверх, к успеху, к удаче и благополучию. И возникает вопрос, а какие же действия нужно предпринять, чтобы действительно те изменения, которые вы задекларировали, вступили в силу? И путь к богатству, знаете, это, не одно какое-то условие или какая-то одна практика. Это комплекс шагов, без которых вы будете оставаться на месте, и при этом оставаться на месте очень достаточно долгое время. Итак, первое, что вам нужно сделать, избавиться от долгов и кредитов. Да, эта тема большая, длинная, философская, потому что, как правило, мы берем кредиты и лезем в долги не от хорошей, не от радостной, не от веселой жизни. Допустим, когда мы берем кредиты, например, товары в рассрочку, да, мы хотим заиметь именно то чудо техники или какой-то товар именно сейчас, ссылаясь на то, что жизнь одна и нужно жить сегодня. Но таким образом вы энергетически себя закрепляете в кредитах, в энергетике и в эгрегоре, который питает, забирает у вас денежную энергию. Когда мы говорим о долгах, то, к сожалению, каждый из нас, как правило, лезет в долги по разным причинам, в том числе, когда нам задерживают заработную плату, когда у нас появляются какие-то форс-мажорные обстоятельства, и мы знаем, как правило, у кого мы можем одолжить деньги. Вы должны понимать, что сами по себе кредиты – это у вас автоматически выступает долг. И когда вы берете в кредит, вы автоматически, знаете, вступаете в организацию к эгрегору кредитов и долгов. Поэтому, с одной стороны, вы вроде бы как решили какую-то проблему, но с другой стороны, вы в копилочку вот этой энергии кредитов, долгов, негатива вы и также вступаете, вы зацикливаетесь на кредитах. Поэтому, когда вы хотите приобретать какие-либо, например, вещи, которые вам не по карману, не спешите брать деньги в кредит, потому что все равно очень часто происходит такая ситуация, именно энергетически эта ситуация происходит. Вы берете что-либо в кредит, без разницы что. Вы знаете, когда вы берете в кредит, что у вас все хорошо на работе, у вас есть стабильность, вы знаете, вы предполагаете, что изо дня в день вы будете ходить на работу, вам компания, фирма, госпредприятие будет платить определенную заработную плату. У вас есть определенные социальные гарантии. Но как только вы берете в кредит, без разницы что-либо, вы начинаете рушить свою стабильность, при этом рушить своими же руками. К сожалению, это так. Поэтому очень часто люди, которые начинают брать кредиты, они попадают вот в эту кабалу и, соответственно, начинают все терять в своей жизни. Поэтому старайтесь для начала отказаться от кредитов, от долгов, от всевозможных рассрочек, и только после этого стабилизировать свою ситуацию. То есть, если у вас, допустим, есть кредит, долг, и вы заработали определенную сумму денег, то есть у вас появился дополнительный доход, лучше всего, если вы вернете кредит. Не купите что-либо для себя, а в первую очередь вернете кредит. То есть, чем вы быстрее закроете вот эту долговую яму, тем меньше с вас будет вытягиваться вот эта энергия. Далее всегда, после того, как вы закрыли все свои долги, кредиты, старайтесь всегда откладывать 10% от своего любого дохода.
И обращаю ваше внимание, это 10% это такая, знаете, утрированная цифра. Вы можете и 1% оставлять, вы можете и 5 оставлять. Главное, вы по чуть-чуть, потихоньку откладываете деньги в свою шкатулочку, в свой конвертик. И эти деньги постепенно, потихоньку начинают привлекать деньги. Кроме того, не стесняйтесь и платить себе сами. Например, что мы здесь имеем в виду? Например, вы получили какой-то доход, и вы знаете, что у вас на семью нужно потратить одно, второе, третье, пятое, десятое. Все мы знаем, куда деньги уходят. Но постарайтесь из этой суммы выделить себе деньги на покупку, например, новой кофточки, или новых туфелек, или, возможно, какой-то интересной косметики, о которой вы долго мечтали. Вот так вы должны и себя любить, свое тело. Иначе, получается, вы зарабатываете деньги, вы мантулите 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а в результате вы ничего не получаете. И это печально, потому что, получается, вы, Вселенную, высшие силы, они стремятся вам помочь, а вы получаете деньги и несете их дальше. Поэтому, пожалуйста, переосмыслите и передумайте об этом моменте. Далее всегда ищите любые возможности, чтобы приумножить свои денежки. Начинайте думать, искать, находите, потому что жизнь и вообще Вселенная, космос, она изобильна. Другое дело, что вы этого не видите, к сожалению, потому что мы с вами живем в материальном мире и видим только то, что мы хотим видеть. И, к сожалению, наши глаза не всегда открыты. Поэтому, если у вас, например, цель на данный момент поменять свою работу, прекрасное желание, прекрасная цель. Но что вы дальше, как правило, делаете? Вы поговорили с подругой и закрыли этот вопрос. А если вы возьмете, напишите свое резюме, почитайте в интернете, как правильно его оформить, в какой программе это сделать, для того, чтобы ваш работодатель задумался над вами, что вы действительно специалист, что вы, скорее всего, профессионал своего дела, отправите. Да, бывает очень часто такая ситуация, что нужно отправить не одно резюме, а 10, 20, 30. Иногда нужно переехать в другой город и даже в другую страну. Но вы не знаете дальнейшие возможности и подарки, сюрпризы от Вселенной и от космоса. Да, вполне возможно, переезжая в другой город, в другую страну, вам будет вначале тяжело по многим причинам, но таким образом вы проверяетесь на терпение, на выдержку, на стрессоустойчивость. И как только вы проходите эти периоды в своей жизни, перед вами появляется то, что действительно ради чего вроде вы стремились. И вот здесь главное не останавливаться. Здесь самое главное идти вперед. То есть если условно вы были, возьмем, например, самую простую ситуацию, вы были кассиром всю жизнь в банке или на предприятии, и у вас подвернулась возможность подменить условно кого-то из работников, например, подменить экономиста или подменить бухгалтера, или подменить секретаря. Делайте это. Возможно, даже вам денег хозяин не доплатит, возможно, но вы получаете опыт, вы получаете знания, а это, друзья, превыше всего того, что вам хозяин заплатит, потому что вы сегодня одному научились, завтра другому, а послезавтра еще чему-то. И когда вы приходите на новую работу, на вас смотрят, кто вот устраивался на новую работу, тот знает, на вас смотрят все, даже уборщица и охранник, что вы себе представляете, ваши действия, как вы себя ведете в той или иной ситуации и так далее. И кроме того, вы чувствуете, что за спиной у вас обсуждают, как вы делаете, как вы говорите, какие ваши цели и планы. Поэтому, пожалуйста, начните искать возможности, и вы увидите, как жизнь, Вселенная повернутся к вам и обязательно вам помогут.